Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется? Давайте узнаем, что же у вас прояснится в течение ноября месяца 2024 года. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Мы можем что-то распланировать. Иногда обстоятельства, какие-то новости нас вынуждают пересмотреть свои планы. Порой это со знаком плюс, потому что даже то, с чем мы могли проститься или думали, нет, это неосуществимо, к нам может возвращаться с новыми возможностями. И где-то ноябрь как раз об этом. Последний заход Плутона в знак зодиака Козерог, который закончится 19 ноября. Он как раз словно специально, Плутон делает этот реверанс последний, для того, чтобы помочь несколько знакам Земли и воды, мои дорогие, с чем-то определиться. Могут и люди возвращаться, или какие-то прежние проекты. Может и по личной жизни какая-то история, как человек, с которым вы либо расстались по разным причинам, либо ваша идея, которую вы решили прежде. Нет, это было не жизнеспособно. Вот здесь несколько меняется реальность. Нас словно пространство, Вселенная подготавливает к новым возможностям. И может быть что-то для себя определить, адаптировать себя к какой-то ситуации именно в этот период важно. Потому что если верить звездам, потом многие ситуации будут начинаться с более правильной ноги. Назовем это так. Я же вас приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео для перехода, где вы можете прочитать планетарный именно гороскоп. Я более подробно о транзитах писала. И вы можете примерить на те свои желания, мечту, намерения, которые вы где-то закладываете на будущее. Давайте узнаем, что вы, возможно, уже вычеркнули или отказались от чего-то в своей жизни, а оно к вам возвращается. Вот такую карту мы с вами достанем, первую, и узнаем, что же хотят нам рассказать карты. В чем вы думали, что поставили точку, а оказалось многоточие или запятая? Какую тайну вы можете узнать? И что вам нужно знать в связи с этим? Как меняется ваша реальность? Или что изменяется вокруг? Каковы перемены? И как это влияет на вас? Знаки судьбы или подсказки высших сил, подсказки Вселенной. Какие возможности перед вами открываются? Достанем карту «Совет» и давайте будем сразу смотреть, что же нам, ух ты, по максимуму. Здесь могут быть самые разные вопросы, десятка кубков, но это всегда достижение. Безусловно, эта карта итоговая. У кого-то могут быть и по части ваших личных отношений. Может быть, было прежде знакомство, была дружба, а здесь вы надумаете более тесно узнать друг друга. Я это не исключаю. Все же кубки. Сама по себе очень добрая энергетика этой карты. Кроме всего прочего, это олицетворение благополучия. Поэтому у кого-то здесь, несмотря на то, что нам изображена семья, и даже вон и котик с собачкой изображены, так вот у кого-то может быть такая полнота реализации плана, которая касается ваших честолюбивых как и планов, так и амбиций. Поэтому работа, может быть, и деньги тоже, потому что по десятке кубков это вот это благополучие как бы в квадрате. Пусть это касается вашей учебы. Например, если мы говорим, вы могли что-то изучать в плане того, что вы хотели тоже намерение имели осуществить. И здесь вы либо к этому приступили прежде и понимаете, что да, как бы достоверность вашей мечты может подтверждаться, как бы возвращается, что да, вот это намерение, оно было не бесплодное, может быть продолжение, может быть и по части конкретных заработков в каком-то вопросе или в реализации ваших как возможностей, навыков или умения делать своими руками, вашего творчества, хобби, ремесла. Вот тут тоже можно это все приложить. Наверное, очень многогранная карта, какой-то действительно проект у вас уже получается в ноябре, и вы понимаете, зачем были нужны какие-то предыдущие усилия. У кого-то проиграется именно по части
вашей семьи или взаимосвязи с родственниками, может быть и вашими, может быть и вашего партнера, какие-то новые перспективы. Давайте узнаем, вот в чем вы могли поставить точку, а здесь оказалось многоточие и запятая. Вот карта «Мир», опять же, дополняет все то, что я сказала, но это старший аркан, поэтому несколько усиливает позицию карты «Десятка кубков». А для кого-то напрямую мир, пространство, вселенная, вопросы, связанные с поездкой, с переездами, или когда вы хотели проживать где-то очень далеко, или вам была интересна конкретная страна, вы хотели туда переехать, причем так основательно переехать. И здесь у вас как раз открываются или новые какие-то возможности. Опять же, у кого-то придут через семью или через личные отношения, через контакты с вашими близкими или контакты с конкретным человеком. Мои дорогие, тут может быть так, что ваш партнер на расстоянии, и он вас, не просто ваши отношения продолжаются, а вы говорите о том, чтобы перевести их на новый уровень. У кого-то вот именно такая концепция может быть. Или это может быть еще и в связи с вашей работой. У кого-то из вас, мои дорогие, это вы изучаете или получаете какие-то навыки для того, чтобы иметь возможность работать с любой точки мира. У кого-то все же по карте «Мир» у нас проходит не только мира, это переведем пространство, вселенная, эфир, интернет, может быть работа, связанная именно через интернет посредством, или какие-то новые IT-технологии, они тоже могут проходить по всем практически картам, которые говорят нам о пространстве и эфире, где и находятся, да, вот эти сети всемирные. Нет ничего невозможного, в первую очередь говорит карта. И если мы спросили, в чем вы поставили точку, будет многоточие, да тут может быть целый комплекс каких-то планов, надежд, мечтаний, может быть, устремлений, когда горизонты ваши раскрываются, расширяются, или вы, мои дорогие, расширяете кругозор, начинаете изучать языки, потому что вы видите больше возможностей, опять же, для того, чтобы реализовать свой план. Но бесконечно долго можно перечислять все бонусы, и даже тот, кто не знает карт Таро, глядя на эти карты, очень положительные, вы можете напитаться уже той энергией, что ваша мечта вполне осуществима. Поставьте для себя цель, а методы, поверьте, вы обязательно найдете. Давайте про тайну узнаем. Что же, какая тайна? А ведь правда тайна. По 8 мечей это карта больного ребенка, это могли быть больные отношения. Вы можете узнать о конкретном человеке тайну. Вы можете, эта тайна касается вас самих, когда вы никому не говорили, может быть, о своем намерении. И потом или пришли к выводу, что это опять же неосуществимо. Так вот то, что вы прежде думали, что нет, это мне показалось, или я для себя тут намечтал или одел розовые очки по части именно ваших где-то личных честолюбивых устремлений. Ведь, правда, нет ничего невозможного. Это искаженное восприятие. Вот прежде словно было искаженное восприятие по какому-то вопросу. А теперь, если мы спросили, какая тайна откроется, а теперь вы видите, как реализовать какой-то проект. Может быть, я не исключаю, для кого-то эта карта может проигрываться и таким образом, что были сомнения по конкретному человеку. И значит, эти сомнения пропадут. Даже если это будет информация со знаком минус, мои дорогие рыбы и рыбки. Я это тоже допускаю. Но вам от этого будет легче. Потому что вы очень конкретно видите в ноябре, как и свои возможности, так и куда идти. Нет смысла, не нужно. Там не перспективно. Это придает вам как и сил, так и уверенности, что если я правильно составлю себе какой-то план или готов его буду корректировать, да практически нет ничего невозможного. Давайте мы узнаем, что вам нужно знать. Ну вот обе две карты, посмотрите. 13-й старший аркан смерти, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, эта карта называется трансформация,
перемены. Поэтому все то, что я только что перечисляла по 8 мечей, но можем еще и добавить того значения, что есть ряд планов, которые осуществимы, и есть то, что вы для себя словно отсечете сами. Вы сами от чего-то откажетесь, потому что либо получите информацию, либо придет какая-то новость, и вы по-другому видите реальность, вы по-другому видите мир и свои возможности. Правильно оцениваете, что же сейчас наиболее рационально на повестке дня, месяца, и что в последующем изменит вашу жизнь. Быть реалистом, в принципе, и понимать, что нужно надеяться на самого себя. Или задать себе вопрос, как глубоко или далеко я готов продвинуться в своем желании, намерении, цели. И по карте смерть, 13-й старший аркан. Это еще и события, которые происходят извне. Может быть, обстановка вокруг вас заставляет вторично сделать важные выводы. Здесь все будет важно. И то, что вас окружает, и то, что вы думаете в ноябре месяце. Вот связать воедино в какой-то красивый узор, чтобы воцарился мир. В первую очередь гармония в вашей душе. Это придаст вам как и силы, как и вдохновение, потому что, значит, будут некоторые вопросы, от которых нужно просто отказаться. По крайней мере, они непродуктивны. Может быть, по части вашей собственной личной организации будет много вопросов в ноябре, а для кого-то адаптироваться. Ведь карта 13-го аркана нам о чем говорит? Искусство мелких шагов. Какую-то задачу, тему вы должны проделать именно в одиночку. Ведь 13-й аркан, я часто привожу пример зернышком. Когда мы садим зерно в землю, мы всегда надеемся, что вырастет прекрасный росток, может быть дерево, может быть цветок, неважно. Но это будет уже как воплощение каких-то результатов. Так вот, пока из этого зернышка образуется росток, в первую очередь должна оболочка, твердый панцирь, где спрятан этот еще как в зародыше росточек, так вот эта оболочка рушится. Вот это и есть та трансформация, или, как мы говорим, смерть, то есть умирает именно вот этот панцирь, для того, чтобы дать возможность ростку пробиться к солнцу. Но в последующем пусть и маленький росточек, еще слабенький, он в одиночку идет через темную землю. Он продвигается где-то аккуратно, на ощупь. И вот вам какой-то путь предстоит, мои дорогие рыбы и рыбки, но он обязательно пробьется к солнцу. И поэтому корректировать планы вам придется. Быть осмотрительным тоже. Себя беречь обязательно. Это все то, что нужно знать. И эта трансформация, она не бывает за один день. Но вы должны словно свою миссию исполнить. Вот это то, что, опять же, карты считают вам нужным сказать. Давайте узнаем, что же меняется вокруг вас. Ой, интересный расклад у вас. Посмотрите, колесо фортуны. Конечно, это фортуна. Фортуна – удача. Но это и карта говорит перемены, мои дорогие. И старший аркан, опять же, тут словно, даже если вы хотели бы что-то поставить на паузу, у нас ноябрь тот месяц, когда помимо наших желаний, Плутон, переходя из Козерога в Водолей, даже если мы хотели что-то сохранить, оно все равно как будто от вас уйдет. Поэтому будьте рациональны. Сколько бы мы ни удерживали, чему-то не суждено продолжаться, что-то уже не служит нашему прогрессу. Но если мы искусственно, словно, как вцепились за что-то, то ведь тоже, скорее, удержать не получится. Поэтому будьте мудрые, мои дорогие. Ваш знак зодиака особенно мудрый, потому что вы очень интуитивные люди. Вам всегда ваше шестое чувство дает правильные подсказки. Что не будет продвигаться, значит, и туда усилия прикладывать не стоит. А вот то, что на кону стоит, и очень важно, вот именно там себя максимально проявить. И колесо фортуны нам говорит, что будут те периоды, когда придется быстро принимать решения. Чего-то вы не должны отложить на потом. Будет какой-то момент, который потребует от вас как и концентрации, так и быстро что-то проанализировать и себя на что-то настроить, определить. Давайте мы узнаем, как это изменит вас.
что-то вы будете делать, организовывать по закону. По карте Иерофанта эта процедура, конечно, проходит. То, что мы согласовываем в высоких инстанциях, может быть, то, что мы подписываем в виде документов. У вас карта выпадает десятка чаш, и это может говорить одновременно о том, что дела личной жизни, проходит и бракосочетание, проходит и венчание. У кого-то я могу допустить. Конечно, может пройти и бракоразводный процесс. Но посмотрите, какие положительные карты. Значит, это тот союз, который тоже не может быть продолжен. Перекладывайте на свою составляющую жизни, что у каждого ведь своя какая-то концепция, что происходит у вас именно сейчас. И значит, после того, как вопрос разрешится, вы свободны. Ведь карта трансформации – это еще и карта освобождения. От того, что, как вот панцирь нас удерживала, как кандалы было в какой-то прежний период, а теперь это именно разрушается и больше не давлеет над вами. Но где-то закрепить свой успех – именно по части для того, чтобы, может быть, для себя больше придать уверенности или организованности. Мы себя организуем по этой карте тоже. И, может быть, прописать некоторые положения или отношения на бумаге для вас будет со знаком плюс. Вам где-то это может захотеться. А для кого-то это обучение. Мои дорогие, я сказала, очень мудрый знак. И у нас на карте Иерофант, как и сам по себе Иерофант, это учитель. Помимо того, что высокие инстанции и персон обозначает, которые, как раз и отвечают за свои слова и действия. Так вот, это еще и может быть учитель и ученик. И вы можете находиться как и в роли Иерофанта, так и ученика. Вы можете учиться чему-то. Для кого-то это вы учите и осваиваете что-то новое. И такое соединение, такой союз лично вас я тоже могу допустить, потому что словно пройдена одна какая-то ступень, и теперь вы уже наметили для себя новые планы. Для вас нет ничего невозможного. Очень добрые карты. Давайте подсказки судьбы или знаки судьбы. Каков же этот знак? Где-то туз пентаклей о новом обучении, новом интересе. Или вот это зернышко, о котором я рассказывала, как раз олицетворяет туз пентаклей. Это только как бы самое начало ваших будущих побед, свершений. У кого-то отчасти это через материализацию, по сути дела, плана, получение денег, получение вашего какого-то, может быть, как не совсем реализация, а как первая ступень, вот я рассказывала, вы ее уже достигаете в ноябре. Или вы с чем-то определяетесь. Может быть, вы важный документ получаете в ноябре, который тоже перед вами открывает перспективы. И это все подсказки. А для кого-то из вас именно новость, которая к вам приходит и будет означать старт. Здесь мы все разные. Давайте узнаем, какие же возможности у вас открываются. Лидерские, вот прямо скажем, вы какую-то миссию должны осуществить. Обратите внимание, король жезлов никуда не спешит. Он советы дает. Вот, как ни странно, но какие возможности открываются. Когда вы, может быть, менее заняты будете, когда вы будете в центре внимания, когда будут востребованы именно ваши мысли, мечты, в более таком широком объеме, когда вы себя можете реализовать на более высокой должности, прямо скажем, отчасти тоже изменить статус. Нам ведь карта Иерофант говорит о том, что вы меняете статус. И значит, получить ту должность, о которой вы мечтали. А если прежде не хотели делать карьеру, то здесь как раз вы надумаете сделать. Или прежде не хотели развивать свое творчество, или думали, нет, это вот то, что мне хотелось бы осуществить, наверное, это не будет никому интересно. А здесь вы это пересмотрите и поймете, нет, как раз это и может продвигать, как и меня, и может быть полезно людям. Вот тут такие метаморфозы могут быть интересные, которые ведут к вашему личностному росту. Давайте карту совет. Праздник после победы. Все осуществимо. И, пожалуй, все то, что я сказала, у вас, знаете, в какой-то логической последовательности выпали карты. И четверка жезлов, безусловно, это как 4 столпа. Надежность, якорь. Когда у нас все в балансе, вот как десятка кубков. С чего началось? Ну, наверное, праздником еще и закончилось. Очень продуктивный месяц, ноябрь. И правильно, если говорить про гороскоп планетарный,
Здесь не только с правильной ноги или в правильном контексте вы переходите в будущее, вот в эту эпоху Водолея, но вы можете видеть результаты в ноябре от приложенных ранее усилий и больше уверенности, где-то более спокойным быть или понимать, что вас окружают более надежные люди. Я должна сказать, что вы окончательно можете пересмотреть свое окружение. Вам как будто не захочется собой рисковать или участвовать в каких-то малозначимых проектах. Или, мои дорогие рыбы и рыбки, оставаться на вторых ролях. Поверьте, большинству из вас тоже не захочется, потому что вы видите более интересные продолжения, как приложить свои собственные усилия или свой интерес, в каком направлении может продвигаться более, опять же, продуктивно. Почему говорю продуктивно? Потому что здесь нам говорят, словно раньше это было намерение, а теперь вы это можете воплотить в реальности. Вот такие возможности перед вами открываются. Не пропустите, очень важный месяц, ноябрь. Я вас люблю. Перекладывайте на себя, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.